Знаешь, я давно изучаю и воздействие пси-технологий на человеческий мозг, методы манипуляции и так далее. И я вижу жуткие манипуляции в праздниках, и особенно таких, которые приурочены смертям, жертвам, насилию. Сейчас в преддверии 9 мая вот хочется посмотреть, что происходит на тонком уровне во время этого ритуала отмечания Дня якобы победы. Мгм. Потому что тоже победа над чем? Да? Нужно понимать, что это большой фарс, потому что Гитлер и Сталин, два диктатора, договорились по пакту Молотова-Риббентропа разделить Европу. Европу. 2 года ее кошмарили, да, Мгм. напали вдвоем на Польшу и так далее. И потом один диктатор, Гитлер, решил просто кинуть второго, Сталина, и напал на него. И получается так, одного диктатора задушили, а другому разрешили делать все, что он хочет. То есть, а другой диктатор остался. То есть виноватых было два в войне. Но мы же знаем, что коммунистическая партия – это фашистская организация, которая противоестественна вообще человеческой природе. И статистика говорит, что во время войны и перед войной, и после войны коммунисты убили больше людей, чем забрала Вторая мировая война. И это шествие смерти, этого призрака коммунизма продолжается и до сих пор. В войне в Украине погибло около миллиона или уже миллион российских граждан. То есть это жертва Молоху, богу войны, и дальше продолжает собирать свой урожай. И я понимаю, как работает эта схема, но хочется посмотреть, что происходит на тонком уровне, на энергетическом. Интересно, а вот этот секретный пакт, который был дополнением к пакту как его? Молотова-Риббентропа. Риббентроп, да, с двумя Б. Да, интересно, что на эфирном плане и повлияло ли как-то это на войну, которая сейчас происходит, этот пакт и то, что там творилось? Там явно было замешано намного больше сил, как вот эти две страны, потому что и Гитлера этого финансировали тоже со стороны, сам бы он без ресурсов не смог бы все это сделать. И да, интересно, как вот эта вакханалия с этими праздниками штампует мозги и гражданам, как это влияет на поддержание этого режима. Хотелось бы это рассмотреть, увидеть этот механизм, разоблачить его и как-то Разобрать. разобрать. Да. Как пишет нейропсихолог Алан Шор, профессор американский, исследователь современный, что телепаты – это особенные люди, которые пришли в этот мир с особой миссией для того, чтобы обнаруживать энергетические информационные узлы и их развязывать. Мгм. Вот. Так Хорошо. что Да, Виктория, давай займемся этим. Виктория, ты в эфирном пространстве. да. Что ты сейчас видишь? Но я вижу, как марширует вот так из сектора интерферентов, сектор магии марширует, ну, как на параде. Вот. А над ними это пирамида черная, мавзолей. И слышу команды, ну, как происходят эти на параде. И вот мавзолей над этим всем вот так стоит. А в мавзолее этот призрак Ленина, привидение, Мгм. а, начинает вдруг вот так закручиваться, так и уходит вниз, как по спирали, по ступенькам вниз. А из центра вижу, как вырывается такой черный дух и садится, как будто бы
так и звучит жопой, на лицо этого трупа Ленина. Вот он такой огромный черный вышел и вот так вот сел ему на лицо. М. А Хорошо, ноги там в Мгм. этой, как в колодце, в Хорошо, портале. Виктория, вот у нас расследование сейчас, и то, что ты сейчас вначале увидела эту картину, почему это важно, что ты увидела эту картину? Как это с сеансом нашим связано расследование? Это считывается как деструктивный анонс, я Мгм. слышу. То есть это какая-то важная информация, которая относится к нашей теме Да, расследования? да, это как вот картинка на видео, да? Мгм. А, или как анонс делается перед какой-то лекцией, или рассказывается коротко, о чем будет в видео или в лекции. Вот такой анонс я слышу. Мгм. В этом анонсе, я так полагаю, есть объект, вот эта пирамида, мавзолей, есть вот этот дух черный, который связан с этим трупом Ленина. И вот эта система, как она связана с вот этими парадами 9 мая, которые происходят. Ну, вот я вижу, что там дает команду какой-то, слышу, главнокомандующий поднимает такую штуку с такими какими-то веревочками и вот так вот, и что-то закричал, и все как бы ответили, эти, которые квадратами стоят, такие солдаты, закричали, и в этот момент я вижу, как идет соединение от этих орущих солдат и от этого какой-то, ну, оно идет почему-то тряпочка. Вот на палочке такая Мгм. тряпочка, которой вот машет этот главнокомандующий. Вот он что-то заорал, и от него, от этой его, от этого жезла так называемого, и от этих людей вот потянулась такая энергия, которая вот, вот так как бы соединилась в верхушке с мавзолеем. И в этот момент, когда начался парад, я слышу, что началось шествие смерти. Вдруг это привидение Ленина, которое там лежит, начинает вот так закручиваться и э, затягивается вниз. То есть идет энергетический обмен. То Мгм. есть душа этого Ленина, она энергетически как такая прозрачная, более, Мгм. ну, как дымок или как туман, а, закручивается, втягивается вниз, и там какому-то объекту, более плотному, чем это привидение, вот, оно находится в межпространственном каком-то соединении, из более глубоких общих пространств. То есть То есть, выходит из сектора интерферента, выходит этот дух, ам, мгм. замещение, я слышу, человеческой энергии на демоническую. И вот этот демон с рогами, и у него какой-то странный хобот, то есть подключка такая, как хобот, к этому главнокомандующему в сектор магии. Этот главнокомандующий, он выступает в роли как колдунья, посредник между духами и жертвой. Вот точно так же выступает вот этот главнокомандующий в роли колдуна. Я вижу, что сквозь его сердечный центр проходит подключка черная магическая к какому-то человеку, который лежит. Все М. завязано на трупе Ленина и связывается вот в такую цепочку. Мгм. Считывается это как конгломерат а, и энергетический портал. Но я вижу, что там и другие объекты задействованы. Мгм. Я слышу молебны в честь
победы и вижу вот так вот, как бы этот считывается как... По-украински звучит трупарня. То есть М, вот этот мавзолей. Потому что там трупы хранятся. И потом идет такой, я слышу, храм смерти, такого защитного цвета. мгм. Храм войны, Щит. который называется. Да, он считывается как храм смерти. Мгм. Вот. И это связано одной такой, как ледяной энергетической субстанцией, и уходит вниз в сектор духов. Мгм. Вот. И там происходит внизу, считывается как раскатывание человеческой сущности. То есть те энергии, которые потеряли те солдаты, а также те люди, на трибунах там стоят, и люди ликуют, какими-то флажочками стоят, Мгм. машут. Вот, и от них тоже энергия вот так вот собирается, и вся уходит туда в портал, и там оно считывается как раскатывание. Вижу, как каток такой, который вот эту всю энергию собирает и раскатывает, ну, как делают эти, ну, как женщина Тесто делает раскладывает. тесто, раскатывает, Мгм. вот такой каток раскатывает, и потом как будто бы создаются с этого раскатанного пласта такие уже, считываются уроды, как оловянные солдатики. Вот так чих, и уже ставят их в секторе интерферента. Что это за Считывается энергия? долгосрочный Да. проект. Да. Что это за уроды? Что это за оловянные солдатики? Слышу служители системы дьявола, культа смерти, А что это такое вообще? преданные Энергия смерти. какая-то или как-то... Или эти люди как-то начинают взаимодействовать с этими оловянными Это солдатиками? Мгм. Как это? сейчас я посмотрю, что это. Я вижу, что это механизм. Это программа в человеке создается. Она как будто бы вот где спина, вот где сердце. Такой это механизм, как будто бы часовой образуется в этих людях, которые принимают участие в этом. А на уровне почек считывается глубинное сознание, чувственное сознание. Происходит, как будто бы кто-то заводит ключом, эту пружину заводит, и эти люди начинают потом, берут оружие и стреляют. То есть это формирование будущих воинов, Мгм. Виктория, а вот воинов смерти, да. вот этот праздник, 9 мая, кто вот задействован, чью энергию? То есть, что эти люди делают, которые, вот ты сказала, например, они на трибунах стоят, они вот флажками махают, или кто еще, вот, например, на парадах, в каком-нибудь другом городе возьми человека среднестатистический, который вот празднует 9 мая. Найди его и посмотри, что с ним происходит во время этого парада. Ну, вот я какого-то мужчину нашла, который сидел возле какой-то такой а, табуретки и что-то там кушал, и в такой тельняшке сидит и смотрит телевизор. И вдруг, когда он это смотрит, в нем как поднимается этот дух, и он, а там в уголке этот дух как будто бы в виде такого оружия, э, М. ну это, с которой стреляют. Винтовка. Да. Винтовка, да, или автомат, вот что-то длинное там стоит, и он вдруг подбегает и берет эту винтовку или автомат, и я слышу, ищет врага, и начинает так вот мысленно уже готов, ты-ты-ты-ты-ты, то есть стреляет, то есть он готов быть убийцей, и он уничтожить себя, я слышу. То есть идет двойственная программа, потому что карма так работает. Каждый человек творец, и все, что он создает в своих мыслях, эмоционально, он завязывает кармические узлы,
И даже то, что создано в его голове, уже завязывает кармическую ответственность. И вот мне звучат эти слова из Библии, что кто в сердце своем пожелал зла своему ближнему, тот уже это сделал. То есть это вижу, что сразу завязывается кармическая ответственность от этого оружия, такая черная энергия, когда он схватил это и пошла вот через левую ногу, и у него получился такой шар энергетический, так и считывается, что он стал служителем культа сатаны, культа смерти. Вот этого чудища, которое вышло во время парада, во время этого ритуала парадного и сел на лицо этому трупу Ленина. А вот это символ пренебрежения жизни, я слышу. Вот этот труп в мавзолее. А вот этот человек, который вот сидел на этой табуретке, вообще душа осознавала вообще, что он делает? Почему он это... Нет, я слышу, что он заморочен, и у него в голове такие, как спиральки крутятся, знаешь, как рисуют с птичками поющими, как закружилось все. И я слышу, что он заморочен. Это он согласился, отдал свое согласие. Я вижу, как у него как будто бы изо рта вот это идет. Да. Такие, как шарики энергетические, которые идут туда в телевизор, и через этот портал, который находится вот именно в Москве, и оно все собирается вместе в этот пласт. Этот пласт – это энергоинформационный человеческого сознания, это такая эгрегориальная структура деструктивная, которая разрушает все человечество. Да. А вот это человек, которого вот эти птички, то есть вот эта дисфункция, это какая-то была зацепка у него, например, да, что он имеет вот это соглашение на это? Да, я слышу, его зовут Борис, и я слышу, что он признал себя мертвым в тот момент, когда он взял оружие в руки, то есть он как бы внутренне согласился стать убийцей, то в этот же момент он записал себя в позицию мертвых. Ну, есть такое выражение: книга жизни и книга смерти. Так вот, он завязал эту кармическую связь и стал мертвым. То есть не рой Я слышу, его воля подавлена, да. Не рой другому яму, сам в нее попадешь по такому признаку. Хорошо, Виктория. А посмотри, вот этот, когда создавался этот пласт через этот механизм в Кремле, не в Кремле, а в этой мавзолее, что там происходит? Что это там? Кто хозяин? Ну, смотри, я вижу, как ты сказал, как создавался этот эгрегор. И я вот вижу, он создавался вот этим Лениным, шизофреником, да? Вот он стоит, я вижу, на трибуне, рукой вот машет, речи свои толкает, и я слышу, что он заводит в заблуждение. Потому что Ленин на самом деле, этот Ульянов, он исказил вообще учение Маркса. Он его, он такой был безответственный, и он сам себе как придумал, так и сделал. Потому что он под себя, то есть он такой бандитской натуры. Вот. И он всю эту идею переделал под вот эти, я слышу, массы. И вот я вижу, что основа вот там лежит в искажении, я слышу, вообще идеи коммунизма. Потому что я вижу, что я же даже еще это знаю. Мы же в университете это изучали очень плотно, между прочим, всю идеологию Карла Маркса, которая была взята фактически из Исаии 35 главы,
а управление Творцом на земле. То есть это то, к М. чему стремится вернуться все человечество честное, да. То есть там описывается, что люди будут здоровы, раскроется их внутренний потенциал, здоровье вернется, слепые станут зрячими, кривые будут скакать как олени, будет мир между животными и людьми, войны прекратятся, потому что люди будут под управлением коном любви Всевышнего. И вот эти идеи были взяты как раз Марксом и Энгельсом. Вот. А Ленин это все адаптировал к этому разноброду в Российской империи. Мгм. И вот я это вижу, как это он вот это рукой машет, и эти речи толкает, и у него изо рта как будто бы бублики такие вылетают. Считывается пустослов. То есть это как демагогия, да, ничего не обосновано. И оно складывается вот в такие, как в платформу, на которой образовался вот этот весь культ смерти. Ага. А Сталин, я вижу, он просто взял как будто бы черные сапоги. Он считывается как чернокнижник. У него вот в руке, он как-то специально руки держит какими-то странным образом. Такая черная книжечка небольшая. Считывается миссия предательства. Эта книжечка, и он в черных сапогах, и он как будто бы это все уплотнил. То, что создал Ленин, он на этом всем построил. И он, я вижу, как бы берет эту энергию, основу этого, оно, блудовство считывается, то, что говорил там Ленин. И как бы помещает в этот мавзолей. Мгм. То есть этот мавзолей, он имеет ключевую роль. И я вижу, когда вот этот происходит парад, эти маршируют и такими штуками машут, вот так вот в ритм, Мгм. то в энергетическом плане эти все войска, которые идут такими квадратами, вот оружие едет, эти танки все, и оно вот так заворачивается именно вокруг мавзолея Ленина и уходит в портал. И вот идет замещение. Это туда уходит энергия. Считывается, что человеческие души совмещаются с душой дьявола. А вместо этого в наше пространство, то есть их души, которые признали себя мертвыми, вот, они уходят, они потеряли дар жизни, ну, как бы право жить. И вместо этого выходит этот, я слышу, дизайн смерти. Ну, дизайн, а почему дизайн? Что это А, обозначает? Мгм. это я считываю энергетическое значение, а не самого духа. Вот, и он выходит и садится на лицо Ленина, на этого трупа там, ну, жопой Мгм. садится туда, на него. А что это обозначает, Виктория, что он сел на жопу этого Ленина? Он жопой Ну, сел. жопой сел на этого Ленина, да. Что это обозначает? Оно означает пренебрежение, я слышу, предателями. То есть вот эти люди, которые предают себя ради этого, М. ради смерти, ради какой-то выгоды, они нарушают коны Вселенной и становятся предателями. Вот как Ленин или Сталин, они играли роль и миссию выполняли свою темную предателя. То я вижу, что это дух пренебрегает. Это буквально я вижу этот символ, как будто бы вот выжать лимончик, да, Мгм. сок выпить, а шкурку выбросить. И, ну, да, это так всегда бывает, потому что вот эти репрессии Сталина, первые же, кто страдает? Соратники, то есть те приближенные люди. Ну и сейчас тоже происходят эти аресты соратников Путина и так далее.
То есть в первую очередь страдают друзья, так называемые подельники. Мгм. Вот, и я вижу, что этот дух, Молох, а, дух Мгм. войны, смерти, разрушения, а, Вельзевул. Мгм. А, Что же Вот. это, да, давай посмотрим подробнее. Что же это за дух? Что это за такая энергетическая структура такая? Я вижу, что это многослойная энергетическая структура. Она имеет физическое выражение. Это парад победы. Потом она имеет энергоинформационное. Это вот эта копия, которую я считываю, да? То есть М. энергоинформационная картка, я слышу. Она выглядит как, ну, как лед, визуализируется. И за этим еще идут другие измерения, их много. Вот так идет, как духовные измерения. Они вот так почему-то, я вот считываю 11 измерений, так чуть-чуть расслоение. И самый последний, самый тяжелый, это черный, это дух, Мгм. Что это за... духовная константа смерти. Это как код смерти, код разрушения, код невозврата. То есть это полное разрушение, уничтожение. Это очень тяжелые энергии, черные, с которых я вижу, душа живая выбраться не может. М. Она как будто бы вот так встреет, как такой металл черный, и ее эта энергия поглощает. Мгм. Виктория, а вот этот дух многомерный, откуда он вообще взялся? Как он появился на нашей планете? Я слышу, что он появился ниоткуда. Сейчас я посмотрю, и я вижу завитки истории, и сейчас я посмотрю Мгм. истоки, Мгм. откуда он взялся. А я вижу там сущность, которая вот так делает, как бы разрывает одежду на груди, и там такой свет. Сейчас Мгм. я считаю, кто это такой. Считай, Виктория, что это за сущность, его эфирный ДНК, кто это такой? Я слышу, моделирует реальность. Как бы слово странно звучит, но как модулятор реальности, Мгм. в противовес а, совершенному источнику, совершенной модели. Я вижу, это идет как многомерная противоположность вот этим кодам жизни. Я слышу уплощенная модель создания, М. магический эффект. Это тот архетип, который мы знаем как Люцифер. М. А само это смерть, это все произошло из небытия, я слышу. М. А, вот почему. Вот смотри, как интересно. Из небытия его этого ничего не было. Вот я вижу реальность, которая формируется желаниями творцов. Каждый человек — это творец, и он творит реальность, хотя может этого не осознавать. То он запускает, если он чистым методом творит, да, то есть Мгм. желанием, которое не нарушает ничьи границы и служит во благо самого человека и окружающих, то там есть вот эта частица, искра жизни, это искра бытия, и она реальна. А вот в противоположность, вот это магическое, оно М. считывается как создание. То есть тут творец, а тут создание. Он создает как будто бы вот по полу чертит такой волшебной палочкой, и он из небытия, я слышу. То есть он достает из своих фантазий.
этот мир. Поэтому я вижу эти все лозунги, нарративы фашистские, да, потому что все, что служит смерти, это все фашизм. Мгм. Они не имеют под собой, они нереальны, это ложь. Это ложный путь, который держится на ничем. Вообще пустота. Это фантазии, это желание просто возвыситься. Он запустил этот механизм. а, я слышу круговорот смерти. Вот этот, что я вижу, этот Мгм. как Хорошо, вихрь. Виктория, вот такой вопрос. Вот этот запуск этого механизма, было ли на физическом плане какое-то событие, которое соответствовало этому запуску? Ну, я вижу много людей, которые танцуют, какой-то праздник, и вдруг одна женщина как будто бы падает. Я слышу пренебрежение женщиной. Мгм. Посмотри, считай, Виктория, эфирная ДНК или даже физическая. Да, кто эта Сейчас я женщина? посмотрю. Посмотри, Виктория. Я вижу, она упала, и она как будто бы кланяется к ногам такого, как какая-то фигура, как истукан. Я Мгм. слышу образ Творца, поклонение. Мгм. То есть не Творцу, а только его образу. То есть идолопоклонство, другими словами. Я слышу поворот истории, поворот, смена полюсов сознания. То есть пока человек жил по конам любви, под руководством Всевышнего и законов совершенных, да, Мгм. то он как бы основывался на реальной энергии. Это энергия реальная, то есть искра жизни – это реальная энергия, которая превращается в физические объекты, в события, вот, рождение животных, детей, природа обновляется. То есть искра жизни – это реальный объект во Вселенной, это искра творения. Мгм. А когда человек сменил полюс, то есть он пошел по пути своего эго, то он как бы начал кланяться и служить пустоте. Там, где ничего нет, просто так пропасть такая, такой вихрь, который затягивает, и оттуда я слышу вечное уничтожение. И там внизу эти души, которые пытаются вырваться из этого. Я слышу, что это жертвы войн. Так. Жертвы войн и их насильники. Они находятся в одном эгрегоре. И Мгм. Понятно. Значит, вот эта женщина, которая стала поклоняться пустоте, можно сказать, этому истукану, идолопоклонству. М, Что это за событие? Давай посмотрим, что это была за женщина, как бы, что это был за праздник. Посмотри, Вика. но я слышу зависть. Я вижу, как эта женщина, она как будто бы магичит. То есть она сильно завидует. Мгм. А спроси у ней, чему она позавидовала. Она говорит, что ее муж выбрал другую. Мгм. И я вижу, как создался вот этот треугольник. Но на самом деле это четверо задействовано. Вот муж, этот, который Адам. Ну, в Библии даже не Мгм. написано Соломон, имя. по-моему. Ну, Адам, да и все, человек, Мгм. ну какой-то Адам. человек, потому что Да. это мы рассматриваем как архетип.
да, в М, нашем коллективном сознании. То есть вот Адам– это женщина какая-то, Ева, вот это еще одна женщина, которая завязала этот треугольник, магия. И четвертое– это вот этот Люцифер, мгм. то есть который заманивает Вдохновитель, какие. можно сказать, да, Виктория? Да, да, он подстраивает какие-то идеи пустые, да, точно так же, как это делают все диктаторы. То есть ничего нового, все тоже пустые обещания и ноль результата. Значит, вот этот Адам взял как бы новую жену, или как это произошло, а Ева позавидовала, да, этому? Как эта схема сработала? Но я вижу, что Адам с Евой, они сидят как бы за столом Так. рядом. А вот эта женщина, еще одна, она считывается красавица, Вот это, которая магичила. наложница. Ага. У нее, она не то, что специально намагичила, у нее вот этот механизм магический родился в сердце, точно так же, как у Люцифера, это он как бы активировал смерть в своем желании, потому что он захотел быть творцом, который будет творить без искры жизни, а своим собственным негативным путем. Он думал, что он обманет коны Вселенной. Мгм. А вот этот вдохновитель Люцифер, он как-то повоздействовал на эту женщину, на Адама, на Еву? Да, Мгм. он Что? буквально как будто бы ей шепчет на ухо. Он ей говорит: возьми его. Он указывает на этого царя. Мгм. Вот. Так. И эта женщина послушала? Да, я слышу, что она вот в сердце, как что-то произошло, как бы повернулось что-то, и она нашла выгоду. То есть она подумала, что ей это будет, ну, как бы выгодно. Мгм. И каким образом вот из этой ситуации создался вот этот механизм, который мы рассматривали? А я слышу, что начали рождаться монстры. То есть как будто бы эта женщина своим желанием, как творец, начала создавать монстров. Ну, самое важное, я слышу, зависть. Вот, то есть черные энергетические какие-то объекты, которые начали формироваться, отлетать от нее. Это тень, вот оно что. М, Это человек утратил свою целостность, и образовалась вот эта теневая часть. То есть потеря связи с подсознанием, потому что когда человек целостный, то он видит полную и целостную картину бытия, и он осознает значение событий на всех уровнях. Вот как я, например. Я смотрю на этот ритуал победы, и я понимаю, что происходит. Мне не надо там погружаться или что, я это чувствую, я доверяю себе, своему внутреннему голосу, да, мудро, потому мгм. что Да. у каждого человека его мудрая часть, которая знает все и может все, находится внутри него. И в этот момент я вижу, как человечество потеряло эту связь и разделилось. То, что психологи говорят сейчас, как человек состоит из истинной его части и теневой, то есть его личности, роли и так далее. И началось вот это сопротивление, энергия сопротивления между логическим разумом, то есть и внутренней частью. Это пошел по следам человек, по следам этого Люцифера. Это он создал все из пустоты, из ничего, потому что он начал воровать энергию. И точно так же эта женщина, она захотела взять себе то, что не принадлежит ей, то есть воровать. И вот заложился этот магический мир,
который замагичил все наше пространство. И многие люди не осознают, что они творцы, и они могут создавать все, что они пожелают. Но они думают, что лучше, легче воровать, у кого-то М. своровать. Поэтому вот эта империя зла, вот она вот разрастается за счет захвата других территорий, захватывает, превращает их в руины, ну вот как в Украине, да? Мгм. Как в Российской Федерации. Кому нужны эти территории, где люди вымирают буквально, да? Ну Где-то в да. больших городах это показуха, там Санкт-Петербург или Москва, а в Самаре уже там все загнивает. Да, и городов такая необъятная территория, которая просто Да, то есть она пустует. пустует. Мгм. Но, то есть это вот этот механизм захвата чужих энергий, потому что это нужна энергия. Энергия смерти, страданий. Мгм. Да. Хорошо, Виктория. В начале нашей задачи мы как бы поставили задачу разобрать эту систему. Что еще нужно разоблачить, посмотреть в этой системе, чтобы можно было ее разобрать? Я слышу дать ответ, выбор. Мгм. Кто должен этот дать ответ и какой? Каждый слышащий. Мгм. Так, а какой ответ он должен дать, чтобы разобрать эту систему? Он должен понять основы лжи и сделать осознанный выбор. Я Мгм. слышу выбор, осознанный выбор. Потому что неосознанные ритуалы это зомбирующие проекты. Когда человека заставить что-то сделать, то это не исправит ситуацию. Вот почему эти люди, которые зазомбированы правительством Российской Федерации сейчас, да, Да. у них есть выбор. Но у тех, кто зомбирует этих людей, кто предал себя в первую очередь, предал свою божественную душу и отдал души других, послал на войну, на убийство, на это все, то этим людям очень непросто, они не смогут выйти. У них, я слышу, коллективная кармическая ответственность. Но когда люди соглашаются с насильником, то есть подчиняются агрессору, внешнему или внутреннему, не имеет значения какому, то человек, я слышу, теряет себя, теряет свою способность выйти из этой матрицы лжи, смерти. Мгм. Это пустота, это ничто. Оно уходит, оно просто не просто уходит, это со скоростью, наверное, больше скорости света уносит эти души в другие пространства, где идет полное разрушение и уничтожение душ. Мгм. Я так и вижу, это Да. аннигиляция. Хорошо, Виктория. Интересно, мы еще затронули эту тему этого Риббентропа Молотова, который они создавали этот пакт. Вот это событие тоже как-то повлияло на этот конструкт, на эту систему порабощения. Давай посмотрим, когда Я был слышу, подписан. что это промежуточный, то есть это посредине. Мгм. Ам, То есть там тоже идет выбор также людей, которые выбрали эти фашистские наклонности. Я вижу такой образ идет, планета Земля, а над планетой такие черные руки. И я слышу слова, что вся власть на Земле демоническая. Мгм. Понятно.
Хорошо, Виктория, давай проявим на свет всю эту систему, ее зарождение, причины зарождения и высветим правильный выбор человечества, который приведет к освобождению душ из этого рабства. Ну, я вижу, как идет как бы противостояние, да, то есть Мгм. противостоит, нужно понимать, кто кому противостоит. Свет просто существует, вот он есть. В нем такая энергия, как будто бы зависла. Она не давит, просто существует. Вот. А вот эта темная энергия, матрица магическая, М. здесь смерть, ложь, пустота, магия, она вот постоянно как будто бы штыками пытается этот свет нарушить, этот покой. Э, Мгм. Ну, и принцип же мы знаем, что если кто-то на кого-то нападает, кто-то кого-то осуждает, да, врет, то это же понятно, что этот человек лжец, и он пытается как бы отобрать тот свет, хотя бы частицу света у другого. То есть, если кто-то кого-то зовет на войну, значит, не ходи с ним, потому что этот человек убийца. Он сам себя уничтожает и зовет с собой уничтожить всех, да. Мгм. Вот я вижу, как это работает. То есть идет противостояние. Свет просто существует, а тьма постоянно воюет. Она хочет, она вот так как будто бы штыками так тыкает в свет и отбивает кусочки света. Это души, они считываются утопшие. Мгм. То есть они утонули в этой лжи, поддались манипуляциям. Это как терроризм постоянный. Тьма Да, существует. Мгм. да. А, Хорошо, Виктория, вот сейчас довольно такой острый вот это с Мавзолей и этот Ленин. Ты сказала, что этот Ленин исказил эти учения Карла Маркса. Что это было за событие такое, когда это началось искажение? Есть ли какое-то там событие, которое бы нужно осветить? Ну, я не имела в виду, что Карл Маркс создал какую-то идеальную идею. Они Мгм. пытались рассуждать о моральных принципах власти и так далее. Но, естественно, они тоже упустили одну важную деталь, да, и Мгм. это очень хорошо Хеллингер, расстановщик, да, психолог, он вывел формулу равновесия жизни, этих конов Вселенной, да, то есть 3 кона принадлежности, любви. То есть по конам любви создается жизнь. Вот. Все, что противоречит этому, оно все ведет в конечном результате к уничтожению. То есть даже Мгм. сначала может быть незаметно. Вот, ну и Маркс и Ленин, они тоже упустили одну важную деталь. Они хотели создать этот рай без божественного руководства. Мгм. То есть они Маркс и верили, Энгельс. да, Мгм. то есть эта идея хорошая, но мы даже видим, что даже самые хорошие демократические законы э, хорошие Мгм. только до тех пор, пока не придет какой-то придурок и диктатор и не начнет это все ломать. Мгм. Вдохновленный этим духом. Мгм. Да, то Им- есть у него идеи разрушения отобрать у кого-то, да, потому что деньги, они существуют, например, в определенном количестве. И чтобы стать богатым самому, нужно или что-то создать, или у кого-то отобрать. Но у кого-то Мгм. отобрать всегда быстрее. Да, и вот используется власть, даже демократическая, для того, чтобы передерибанить этот мир. То есть, и мы видим, что ни одно правительство в мире несовершенное, каким бы оно совершенным ни было, но оно состоит из несовершенных людей.
которые могут испортить любое хорошее начало. Мгм. Так, Виктория. И вот этот праздник, празднование, поддержка этого фашизма, можно так скажем, оно укрепляет этот эгрегор, получается. Оно, я слышу, разрушает человечество. Человечество, вот как у нас есть мозг, и на личном уровне мозг разрушает алкоголь, зомби разные, да, зомбирование, там наркотики, какие-то еще непристойные дела. То есть человек сам способен себя разрушить. Вот точно так же существует коллективное сознание, которое неразрывно связано, оно одно целое. Вот этот свет и тьма, там все вперемешку, потому что тьма — это ничто, и она разрушилась бы в один момент, если бы люди поняли и забрали свою энергию, перестали бы служить смерти, если бы М, они поняли ценность жизни. И я хочу передать всему человечеству, что каждый имеет право на выбор. Каждый человек творец. И я призываю удалить из нашего пространства, лично я и ты тоже, и наша Передаем. команда, отказываемся принимать это руководство дьявола, это ничто в нашей реальности. И отвергаю любое магическое э, сотворчество в нашей Мгм. реальности, распускаю это все, провозглашаю иконы чистоты, гармонии и любви Всевышнего. И это я говорю, что имеет право власть на земле иметь только коны любви, коны Всевышнего, принципы Всевышнего. Я отвергаю смерть на всех ее уровнях, во всех ее проявлениях, растворяю и Растворяем. уничтожаю все контракты, по которым человечество потеряло свой главный ориентир. Вот я так прямо иду за этими энергиями и так говорю, провозглашаю. Как человечество потеряло свой ориентир, я призываю человечество вернуться к истокам жизни, гармонии, процветания. Потому что как только человек будет желать другим процветания и жизни, он сам это все получит, он вернет свою душу из этих темных уголков сознания дьявола, который захватил и питает свое ничто соглашениями людей, частицами душ их. Мгм. И я передаю информацию во все эгрегориальные структуры этого молоха, Мгм. призываю всем жертвам проснуться и выходить. Ты тоже это делай. Мгм. Передаю информацию во все эти эгрегоры, во все пласты эфирного пространства, в коллективное сознание человечества, каждой Да. живой души эту информацию с призывом расторгать контракты, соглашения, отвергать это воздействие воодушевления на зависть, на ложь, на смерть, призывая очистить сознание от деструктивных всех этих команд, решений и выбрать жизнь для Я себя вижу, как и человечества. эта женщина, ну, я ее узнала, ты знаешь, кто это, которая стояла на коленях, ну, вообще не на коленях, а вообще так нагнулась прямо головой в пол перед этим истуканом. Вдруг этот истукан уменьшился и стал у нее в руках как икона. И она смотрит на это все и говорит: я верила в ложь. То есть я вижу, как изменяется эта ситуация там в далеком прошлом, и она отводит взгляд и смотрит на свет первоисточника, а эта картинка у нее, это как зеркало, просто разрывается и исчезает. Вот. Мгм. Хорошо.
передадим ей тоже алгоритм освобождения, что она может очиститься от всех чужеродных энергий и Да. передать тоже эту информацию по ее родовому древу. Угу. Вдруг я увидела, как опять это, как люди там танцуют, много людей, вот, и этот демон, который стоял за спиной, вот так и шептал, он как бы отсоединился от этих людей, от этой девушки, красавицы, и ушел. И очищаем это все пространство человеческого решения в самом его зародыше, когда человечество решила отвернуться от первоисточника жизни. Передаем информацию в то прошлое, чтобы каждый увидел, что ждет его, потому что эти все люди, они стали начальниками родов земных, и сейчас многие из них приходят к нам на сеансы, чтобы расторгнуть эти родовые контракты. Угу. Передаем этим главам, этим людям в то время эту информацию и алгоритм освобождения, как от этого всего очиститься. Я вижу, они вдруг перестали танцевать, и все взяли как книги в руки, такие большие. И эти книги так светят им на лицо, и у них такие маски, считываются, предателей, уходят, и они выходят с этого потерянного пространства. Это считывается как потерянный рай. То есть вот это мгновение Угу. заблуждения. И я вижу, как они выходят с этого эгрегора магического, потому что магия — это насилие, любое, психологическое, манипуляции, агрессия, войны, там, когда в семье друг друга обижают. То есть это все магическая матрица, матрица смерти. И я вижу, как человечество, вот это в его зародыше, выходит оттуда. И тут вот этот Ленин начинает что-то булькать. Он как будто бы бульки какие-то испускает там в этом мавзолее. Я приказываю этому демону уходить Угу. прочь с нашего живого пространства и стать из этого Ленина. И я вижу, когда он встает, то у него, где эта задница, то там такой портал, который через который я вижу Ленин, это как, я слышу, дверь в преисподнюю. И вот эти все люди, которые доверяют этому культу смерти, который захватил власть в Российской империи, вот, я вижу, как он буквально, как, извините за выражение, как будто бы у него из заднего прохода такой шланг, который как пылесосом вытягивает энергию из Ленина. Вот, он ему на рот сел. Угу. Вот. А через это, вот где лицо Ленина, такие миллионы подключечек к этому. Это как символ фашизма. Потому что людям должно уже прийти наконец-то осознание, что они в первую очередь подставляют себя, когда соглашаются, чтобы ими управляли такие упыри. Угу. Приказываем этому духу убраться с нашего пространства, проявляем его на свет. А Ленин говорит, я заколдован. Он заколдован. И от него тянется такая, как металлическая штука в сектор магии. Угу. И я слышу магии смерти, и вижу там какие-то люди ходят, одни в таких магических, как будто бы черных накидках, и среди них такой, как священник, в таких позолоченных всяких штуках. Угу. Так, кто это его колдовал? Что это за люди, Виктория, читай информацию? Ну, я вижу, стоит этот Сталин, как-то хитро так руки в какую-то мудру
Мгм. Поскладывал пальцы, и у него такая книжечка черная. И вот эти, я слышу, мудрецы Востока, и вот этот православный священник, то есть какие-то разношерстная там публика, колдуны разные, и они Мгм. делают ритуал над усопшим Лениным. Они привязывают, буквально я вижу, как будто бы за ноги его вытянули в эфирном плане и привязали к той металлической штуковине, то есть к этой к коду разрушения, чтобы он никогда не смог. Помнишь, мы уже раза 3, наверное, пытались Мгм. демонтировать эту магию, да? Да. Вот. Но Ленин все-таки там все время там в этом мавзолее привязан и лежит, потому что он сейчас я посмотрю, почему наши усилия не имели Мгм. успеха. Ну, Посмотри. мы просто предлагали ему, мы ничего Мгм. ему не делали, чтобы не нарушать конов Всевышнего тут на земле. Мгм. Я слышу, что он не принял предложение. Он показывает, что его ноги как будто бы застряли там. Он кармически ответственный. Я вижу, он связан одной, считывается, петлей Мгм. с этими монстрами. Вот я вижу эти Сталин и эти в очках, все эти его соратники, эти все. А, Мгм. Виктория, а вот ты говорила, что когда магия разоблачается, освещается, она перестает действовать. Можно посмотреть этот ритуал, каким они заколдовали этого Ленина, чтобы она рассеялась, эта магия. Можем мы такое сделать? Ну, смотри, мы это видим, но выбор всегда Мгм. за... эта магия была как бы направлена против этого Ульянова. Мгм. Так. И чтобы ее разрушить, это его нужно согласие. Мы ему передаем эту информацию, а воспользуется он ею или нет, то есть это его абсолютное право. Мы тут не вмешиваемся. То есть мы делаем то, что мы можем. Что другие люди могут? То есть я вижу, что нужен 1% осознанных людей от числа людей, вот это количество, я слышу, богов на земле, которые пришли, буквально это считывается как преисподня, да, Мгм. а, сюда для того, чтобы своим сознанием, осознанием, я вижу, как многие люди находятся как будто бы в спячке, они еще не проснулись, но они вдруг услышат голос в эфирном пространстве, они твой голос слышат. Мгм. И вдруг начинают, как знаешь, как зернышко может лежать много лет в земле и ждать, пока там водичка на него и солнышко попадет и прорасти. Вот точно так же многие люди как бы в таком сне, я слышу, Мгм. эмбриональном сне, вот, но им нужно просто проявить смелость для того, чтобы стать собой, очиститься и Мгм. таким образом произойдет вот этот эволюционный скачок, о котором писал Вернадский. Он именно правильно понял эту идею возвращения человечества к вот своим истокам. Не как Маркс, да, то есть думал, что возможно без Бога, без Творца человечеству создать нечто подобное. Нет. Именно Вернадский, и Юнг, и другие люди, которые изучали психологию и понимали, как это работает, они говорили, что только принять данность, то есть мы живем в мире, который руководится, устроен таким образом, что он совершенный. И когда мы возвращаемся к этому совершенству, то все налаживается само собой. Мгм. И этот рай утраченный, то есть связь с первоисточником, связь с самим собой,
это обретение целостности, как раз лежит через признание своей божественной сущности и божественного начала во Вселенной. Хорошо, Виктория, раз меня слышат эти спящие души, я передаю им любовь и свет истины, эту информацию, бужу их, проливая свет, пусть они встают, поднимаются, просыпаются. Да. Угу. Хорошо. Ну вот звучит начальник жизни. Угу. Потому что ты как бы преодолел этот код смерти, в который магическим путем запечатали твое прошлое, а ты как бы его расчистил и стал, это вчерашний сеанс, да, и ты стал недоступным для этих темных, то есть ты забрал полностью свое эфирное ДНК, свой код души, и все, ты вернул свою божественную целостность. Угу. Я распространяю этот опыт, показывая этим душам этот путь освобождения. То есть ты прошел это испытание, да? То есть не стал гордым, не пошел по пути эго, ты пошел по пути восстановления. Ты абсолютно честно признал свои ошибки, и этот путь должен каждый пройти. Испытание должен пройти каждый. Тот, кто не проходит испытание на верность самому себе, высшим идеалам жизни, тот попадает в ловушку. Вот, передавая информацию, чтобы каждая душа выходила с этого эгрегора смерти, чтобы я передаю информацию всем этим ребятам, россиянам, да, которые пришли убивать, да, чтобы они бросали это оружие вот этому Борису, передаю информацию всем этим солдатам, чтобы они просто бросили это оружие и поняли, что самое ценное в них – это их собственная жизнь. Когда они будут ценить жизнь других, тогда Всевышний будет ценить их жизнь. Так устроена карма. Карма – это великий учитель. Вот. Расставляющий все на свои места для жизни. Хорошо, Виктория. Давай почистим пространство. Да, я слышу, парад отменяется. Угу. Так. И вот этот Ленин, этот ритуал, они по сути тоже находятся как бы насильниками для коллективного разума. Да. Но он держится, да, он держится. Вот проблема светлых душ в чем? Что они никуда не могут деться, да, и как говорится, из подводной лодки, и они вперемешку с этими темными личностями, которые затуманены в своем сознании, и вот, но чем больше свет светит, тем больше есть шансов у этих зомбированных людей увидеть, услышать истину, услышать свой внутренний голос мудрости и вернуться к жизни. Угу, так и есть. Я провозглашаю мир, ты тоже. Запрещаем войны, насилие, запрещаем, ложь, запрещаем. призываем карму за внедрение в наше коллективное сознание. Мы это не выбирали. Мы выбирали жизнь. И от имени всех людей, которые хотят жить в мире, в гармонии и жить под руководством Всевышнего, передаем информацию этим насильникам, чтобы они немедленно убирали все магические воздействия, получали карму, и призываем карму
чтобы она сработала здесь и сейчас, в данный момент во всех направлениях, на каждого насильника, кто заставляет, Мгм. э, Кто лжет, кто заставляет, да, кто оболванивает, кто особенно это делает, так скажем, специально, кто и действительно является этим предателем человечеством, пусть понесут наказание в соответствии с конами Первотворца жизни. Призываем запрещаем силы кармы. матрицу э, Мгм. создания и распространяем и даем право жить и существовать только матрице жизни, живой материи жизни и творить по конам Всевышнего, по конам жизни и гармонии через естественные процессы творения. Мгм. Потому что человек– Да. это творец. Да, передать еще хочу людям, которые смотрят, например, этот сеанс, что физическое тело, оно имеет какую-то такую реакцию запоздалую, что сразу все не получится, но с усилиями выбора света каждый раз они приближают себя к этому божественному состоянию здоровья, счастья, красоты, успеха, чтобы они не отчаивались и были направлены к своей душе, к чистоте, имели это направление постоянно. Тогда их ждет успех, это гарантированно. Да, я вижу, как, ну, такой образ, как будто бы человек просто развернул свою ногу. Да, как только человек хочет даже, только пытается встать на путь истины, вот, не идти на поводу своих программ самосаботажа, а истины, да, то вся Вселенная включается и помогает человеку. Угу. По воле вашей, да будет вам. Да. Хорошо, Виктория. Прекрасно. Ну вот я смотрю, как эти солдаты, которые шли там в этих квадратах, все смотрят и видят этот жезл магический. То есть они делают какие-то ритуалы, эти военные тоже, достают вместе с этими православными священниками, Угу. которые служат не Богу, а служат войне. Вот. И они вдруг это видят. И я вижу, как они забирают свою энергию, отсоединяются и улетают. А я приказываю этому магу забирать всю магию и этому правительству магическому, которое постоянно этих ведьм, эзотериков плодит, использует магию для затуманивания людей, этому так называемому Путину. То есть, ну, на самом деле Угу. это не его нет, конечно же, ну, всей этой Системе, этим системе министрам или забирать. кто там, да, это организовывает, эту ложь и насилие. Приказываем забирать их воздействие, пусть Они буквально получает карму. считываются как людоеды, потому что каждый, а, кто посылает другого человека на смерть, он как бы пожирает его душу. Мгм. Хорошо, пусть сила кармы воздаст по им делам. Вот Хорошо. вижу, я слышу Мгм. коллективное согласие. Вот как оно распространяется. Вижу эту ситуацию, где типа вдовы, которые потеряли мужей, сыновей, а, ну, буквально считываются как дурочки, сидят и благодарят типа Путина за то, что тот убил их детей, мужей. Я слышу, вот так получается коллективное согласие. А миллионы смотрят по телевизору этот ритуал, потому что это ритуал, да. И те, кто поддерживает это, то есть они укрепляют это согласие. Вот, я передаю всем этим дурочкам, этим женщинам и тем, кто смотрит потенциальным информацию о том, что они понесут карму. То есть карму никто не отменял. Кто выбирает жизнь для себя и других, тот получит жизнь. Кто выбирает смерть для других, тот получит смерть для себя.
Вот. И не просто смерть тела, но смерть драгоценной, бесценной, вечной души. Мгм. Добро. Распространяем информацию, очищаем Да. пространство. Запрещаем все эти парады и воздействие от этих парадов Мгм. на коллективное сознание. Мы отрицаем и отказываемся принимать в нашу божественную матрицу эти навязанные идолы, эти навязанные нарративы, эту пропаганду, эту ложь, пустоту, и приказываем карму настигнуть, чтобы карма настигла каждого, кто насаждает насильственным, обманным путем магическим в коллективное сознание эту деструктивную программу. Мгм. Отлично, пусть силы кармы воздадут. Да, и я слышу линчевание, и я вижу, как у меня, как будто бы даже не у меня в руке, а как будто бы сам появился с собой такой меч, который вот так чух-чух порубил этого демона, который сидел там на Ленине. Ну и Мгм. не только на Ленине. Оно так и идет мне, Путин, потому что когда убили Путина, они тоже сделали ритуал и тоже там откачали его кровь и сделали из него тоже такого ментального эфирного идола, которого тоже привязали к мавзолею. Поэтому люди смотрят на Путина и не понимают, что это не он. То есть они не способны считать информацию. Я помню тот момент, когда впервые этот, по-моему, это был 2007 или 2008 год, когда выпустили уже нового Путина. Я первым делом сказала: а это кто? Мгм. Считала сразу. Моментально, да. Ну Да. и мы делали расследование, да, я видела, что его нет уже давным-давно. То есть не то, что у Путина есть двойники, а Путина вообще нет. Есть только система, за которой Мгм. стоят совершенно другие люди, но получают все ресурсы. Это, конечно, все эти демонические структуры, которым нужна не территория, не там какие-то ископаемые, им нужны души людей, их согласие. Мгм. Да. Хорошо, Виктория. Я думаю, мы Мгм. провели этот сеанс расследования, выявили всю эту систему, вытащили на свет и добились, я думаю, успеха в этом сеансе расследования. Давай, Виктория, очистим вот эти все то, что мы рассматривали. Да, я очищаю все пространство, наполняю светом, гармонией, процветанием, искрой жизни и передаю информацию. Вижу, что как будто бы вот кормлю людей Мгм. а, Распространяем. информацией, да, чтобы каждая живая душа осталась жить, чтобы каждая живая душа выбирала жизнь Мгм. Хорошо. и отказывалась принимать эти пси-технологии, о которых не сообщают людям, но в которые активно втягивают через вот такие ежегодные ритуалы празднования разных праздников. Мгм. Хорошо, Виктория. Мгм. Отсоединись от всех и всего, поднимайся максимально вверх, Да, проверь твое личное пространство. да, все чисто. Хорошо. Тогда мы прощаемся с нашими зрителями. Желаем осознанности и чистоты. Да, напомни, чтобы подписывались, ставили лайки и распространяли наши видео. Да, мы благодарим наших дорогих подписчиков за то, что они участвуют в освобождении нашего Да, коллективного сознания.
Таким путем. Они не просто участвуют, они есть как бы основа новой ноосферы, о которой говорилось и в Святых Писаниях, и ученые говорят, не только Вернадский, но многие ученые об этом говорят, как коллективное сознание через личностный рост и личное осознание приведет к поломке этой деструктивной системы и к восстановлению конов жизни на нашей земле. Мгм. И мы их тоже за это благодарим. И Да. в добрый путь.